Убийца мариупольцев номер 1 установлен. Того, кто отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, родильного дома и детской больницы. Международное сообщество «Информнапалм» обнародовало данные командира 960-го штурмового авиационного полка РФ, бомбившего Мариуполь с аэродрома Приморско-Ахтарск. Знакомьтесь, полковник Антрощенко Сергей Валерьевич родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области Украины. Жил в российском городе Липецк, затем был прописан в городе Воронеж. В настоящее время проживает в съемной квартире, расположенной в 350 метрах от набережной в городе Приморско-Ахтарск. До места службы аэродрома дислокации 960-го штурмового авиационного полка также довольно недалеко, около 5 километров. Активисты контролировали переписку этого полковника несколько месяцев и максимально эффективно использовали возможности утечки информации в интересах сил обороны Украины. В настоящее время, учитывая отказ полковника Сергея Антрощенко от сотрудничества с разведывательными структурами, принято решение обнародовать факт взлома и опубликовать чувствительную для него и его полка информацию. Также стало известно, что во время подготовки этой публикации материалы по Антрощенко и его подчиненным были переданы для оформления ордена на арест от Международного уголовного суда. Но не только сам полковник Антрощенко стал источником масштабной утечки данных о его полке и подчиненном ему личном составе. Значительную роль в этом сыграла и его жена, почта которой также стала достоянием активистов. Антрощенко Лилия Александровна родилась 11 ноября 1982 года. По просьбе активистов Лилия сделала небольшую услугу, думая, что она общается не с украинскими хакерами, а с одним из офицеров 960-го полка, который возглавляет ее муж. С этим офицером они договорились сделать новый сюрприз полковнику Антрощенко и другим офицерам полка в виде патриотической акции фотосессии жен офицеров полка на аэродроме в парадных кителях с медалями их мужей. Фото должны были быть исключительно для частной коллекции и не предназначались для широкой общественности. Лилия охотно поддержала предложение и все организовала. Это позволило разведать цели и собрать вместе всех жен российских пилотов и, как следствие, собрать дополнительные данные, которые полезны для дальнейшей разведки. Лилия постаралась на славу. Все как и должно быть. Крупные планы женщин, позирующих в кителях своих мужей-пилотов, которые стараются не афишировать в социальных сетях свои фото, но благодаря их женам все личные данные были получены разведкой. Кроме этого, Лилия постаралась снять и несколько общих планов аэродрома и самолетов, из которых мы также увидели, что в 960-м штурмовом авиационном полку РФ распространена практика нанесения рашистской символики с буквы «З» прямо поверх красной звезды, что довольно необычно. Ранее в СМИ подавалось фото, на которых «З» рисовалось рядом, не прикрывая звезду. Возможно, это личная инициатива командира полка именно так по-особенному обозначить свои самолеты. Борьба против российских агрессоров ведется на разных фронтах, и киберфронт является важной составляющей для разведки и успеха операций по освобождению оккупированных территорий Украины, идентификации и привлечения российских военных преступников к ответственности. Вместе мы победим. Слава Украине! Подписываемся на наш канал, ставим лайки, жмем колокольчик, пишем комментарии. Все это будет продвигать видео на канале. Спасибо за просмотр. Работаем для вас. Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!